Всем привет! С вами кулинарный канал «Это просто». Торт «Красный бархат» славится своим уникальным вкусом и необычной бархатной текстурой. Сегодня я расскажу все то, что вы еще не знали о нем. И, конечно, поделюсь лучшим рецептом со всеми секретами и тонкостями приготовления, чтобы получить лучшую версию этого торта у себя дома. Сперва я беру 5 яиц и разделяю их на желтки и белки. Затем в чашу миксера я кладу 110 грамм сливочного масла комнатной температуры, всыпаю 380 грамм сахара и перемешиваю с помощью насадки венчик. Смесь получается комочками, но это нормально. Продолжая взбивать, добавляю 240 мл растительного масла без запаха. Смесь все еще будет неоднородная. Затем вливаю сюда желтки и всыпаю 1 пакетик ванилина. Все хорошо взбиваю. Продолжая взбивать, добавляю 240 мл кефира. Я всегда беру жирностью 2,5% и довожу смесь до однородного состояния. Выключаю миксер, беру маленькую пиалу и в ней смешиваю 1 чайную ложку уксуса с 3 столовыми ложками пищевого красного красителя. Добавляю его в масляную смесь. Включаю миксер и перемешиваю. Посмотрите, какой получается красивый алый цвет. Теперь мне нужно соединить все сухие ингредиенты. В большую миску я всыпаю 300 грамм муки, 40 грамм крахмала, добавляю 1 чайную ложку соды, 2 столовые ложки какао и пол чайной ложки соли. И смешиваю сухие ингредиенты венчиком. Включаю миксер и на слабой мощности начинаю постепенно добавлять сухие ингредиенты к жидким. Насадку я не меняю, продолжаю работать венчиком. Смесь получается более густой. Ну и теперь оставшиеся 5 яичных белков я взбиваю вилкой до образования пены на поверхности. И добавляю эти белки в тесто. Хорошо перемешиваю до однородной консистенции. Тесто получается не сильно густое и очень пахнет шоколадом. Все тесто я делю на 3 равные части. Для этого использую одинаковые тарелки. Для более точного разделения можно использовать весы. Также можно взять 3 формы и разлить тесто сразу в них. Форму для выпекания я использую разъемную на 24 см. Дно обязательно застилаю пергаментной бумагой. Переливаю первую часть теста в форму. Форму нужно немного потрясти, чтобы тесто равномерно распределилось по дну. И ставлю в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовность проверяю сухой зубочисткой. Выпекать все тесто сразу не рекомендую, так как есть вероятность того, что такой объем теста не пропечется внутри. Снимаю разъемную форму и даю коржам полностью остыть. Для лучшего остывания коржи я перекладываю на решетку. Затем снимаю пергаментную бумагу и каждый корж заматываю теперь в пищевую пленку. Даю им отлежаться хотя бы несколько часов, но лучше всего их положить на ночь в холодильник. На следующий день сборку торта я начинаю с приготовления крема.
Для крема все ингредиенты, то есть сыр и сливки, должны быть холодными. В чашу миксера я кладу 550 грамм сливочного сыра, всыпаю пакетик ванилина и 150 грамм сахарной пудры. Все эти компоненты я с помощью насадки венчик соединяю между собой. Затем вливаю холодные сливки и взбиваю крем до пышности. Вначале крем будет жидким и с комочками, но со временем, по мере взбивания сливок, он приобретает нужную консистенцию. Коржи я достаю из холодильника, снимаю с них пищевую пленку. И сейчас я поближе покажу вам, какими они стали мягкими и влажными. Они отлежались нужное время и теперь при нарезании не будут крошиться. Чтобы торт был более ровный, я коржи немного подравниваю, срезая верх бисквита. Торт собираю в разъемном кольце, но сперва на сервировочное блюдо я наношу немного крема, чтобы торт не съезжал, и потом кладу первый корж. Ставлю кольцо по размеру бисквита. В разъемное кольцо я обязательно вставляю цитатную пленку. Крем я разделила на 3 равные части, и теперь каждый слой хорошо им промазываю. Для приготовления крема я чаще всего использую сливочный сыр маскарпоне или Филадельфию. Можно использовать комбинацию этих двух сыров. Как альтернативу можно взять сыр Хохланд, Альметте или Креметте. Также для удобства сборки торта советую купить кулинарные шпатели. С ними намного удобнее работать, нежели с обычной ложкой или кулинарной лопаткой. Мой торт полностью собран. Теперь я затягиваю его пищевой пленкой и оставляю в холодильнике на несколько часов. Торт «Красный бархат» сверху кремом покрывать не обязательно, он и так самодостаточен, это уже по желанию. Но я сегодня приготовлю финальный крем, чтобы показать вам весь процесс его приготовления и покрытия им торта. Для финального крема я взбиваю 300 грамм сливочного сыра с сахарной пудрой и размягченным сливочным маслом. Убираю с торта пищевую пленку, снимаю разъемную форму и ацетатную пленку. Вот такой красавчик у меня получился. Если вы все-таки решили, как и я, покрыть торт финальным кремом, то для начала смажьте бока торта черновым покрытием. Это запечатает крошки и вам будет легче сделать торт белоснежным. После обмазки торта черновым покрытием поставьте его минут на 20 в холодильник, чтобы крем немного застыл. А затем с помощью кондитерского мешка я наношу оставшийся крем на торт и выравниваю его. Опять возвращаю его в холодильник, а пока сделаю шоколад для подтеков. Для идеальных подтеков кондитеры используют шоколад не менее 75% какао и, конечно же, жирные сливки. Растапливать шоколад нужно на водяной бане. Соотношение шоколада и сливок 1 к 1. У меня 60 грамм шоколада и, соответственно, я беру 60 мл сливок жирностью 33%. Шоколад я разламываю на более мелкие кусочки, кладу в сотейник и как только вижу, что он начинает растапливаться, вливаю в него сливки.
Перемешиваю быстрыми движениями, и как только шоколад и сливки соединились в однородную массу, снимаю с водяной бани. И уже на столе я начинаю понемногу вливать в шоколадную смесь сливки, каждый раз хорошо перемешивая. Довожу шоколад до состояния, пока он не будет стекать с ложки вот такой тонкой струйкой. С помощью чайной ложки я наношу шоколад на край торта, и он начинает стекать вниз красивыми шоколадными подтеками. Остатки шоколада я выливаю на поверхность торта и выравниваю его с помощью кондитерского шпателя. Украшаю свежими ягодами, шоколадным декором и маршмеллоу. Из указанного количества ингредиентов получается торт весом 3 кг. Самый романтичный, самый необычный, самый яркий торт во всем мире вы можете приготовить сами. Важная составляющая торта «Красный бархат» – это, конечно же, нотки ванили, сливочный вкус, шоколадное послевкусие, нежная влажная текстура красного бисквита и в меру сладкий крем из сливочного крем-сыра. Этот невероятный торт, как никакой другой, подходит для новогоднего стола, а красный разрез, он словно создан под этот праздник. Плотный и очень мягкий, мокроватый и буквально тающий во рту. Пробуйте приготовить, жду ваших комментариев. Если понравился рецепт, поддержите меня пальчиком вверх, мне будет очень и очень приятно. С любовью, ваш кулинарный канал «Это просто».